Добрый день! Сегодня мы готовим домашний торт Наполеон с хрустящими коржами и нежным заварным кремом. Для коржей нам понадобятся такие ингредиенты: мука, масло сливочное, сметана и сахар. А для заварного крема нам понадобится молоко, сахар, яйца, крахмал, мука, ванильный сахар и щепотка соли. Подробный рецепт я напишу в описании под видео. Начинаем с приготовления крема, так как крем еще должен остыть. Разбиваем 3 яйца. Каждое яйцо разбиваем отдельно, так как может попасть скорлупа или может быть испорченное яйцо. Добавляем сюда сахар, немного перемешиваем, добавляем сахар, щепотка соли, соль дает баланс вкуса. Мука, крахмал, и вот так перемешиваем до однородного состояния. В дальнейшем будем наливать сюда холодное молоко. Мы должны хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Теперь добавляем понемногу молоко. Добавляем, перемешиваем. Добавили все молоко. Сейчас будем варить на медленном огне, вот так постоянно перемешивая до загустения массы, до первых бульканий. Крем уже становится таким вот густым. И на этом этапе мы добавляем ванильный сахар и хорошенько перемешиваем. Ванильный сахар тогда вот даст больше аромата, когда крем у нас горячий. Перемешиваем. И как только появится первое бульканье, мы выключаем. Вот. Уже сейчас будет бульканье. Все, уже крем готов. Крем готов. Мы переливаем в другую емкость для остывания. Закрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы крем не заветрился. И оставляем до полного остывания. Вот так. А теперь приступим к приготовлению коржей. У нас сливочное масло и сметана должны быть обязательно очень холодные, из холодильника. Берем заранее просеянную муку. И натираем сливочное масло на терку. Обваливаем немного в муке и вот так натираем. И все время вот эти крошки тоже обваливаем в муке.
Добавляем к сливочно-мучной крошке сметану. Сахар и щепотка соли для баланса вкуса. И вот так перемешиваем до однородного состояния. Получается у нас вот такое вот тесто. Оно мягкое. Стараемся долго не вымешивать, чтобы масло оставалось кусочками. Сейчас мы делим тесто на 12 частей. Сначала пополам и делим на 12 вот таких вот равных частей. Я не использую весы, делаю на глаз. Вот так. И эту же часть то же самое. Сворачиваем вот в такие кружочки. И отправляем в холодильник минимум на 1 час. Так. Вот такие у нас получились колобочки. Прежде чем отправить их в холодильник, обязательно накрываем пищевой пленкой. Вот так. Раскатываем каждый кусочек в тоненький пласт. Он такой застывший. Так и должно быть. Можно сначала руками вот так сделать, чтобы удобно было раскатывать. И вот так раскатываем. Немного скалку можно тоже вот так мукой обвалять. Перекладываем тесто на пергаментную бумагу. И вырезаем круг по диаметру. Можно использовать и крышку от кастрюли, а можно вот такую форму. Так, вырезаем. Кусочки оставляем. Вот эти кусочки пойдут нам на крошку. Прокалываем вилкой. Все, вот так. Отправляем в заранее разогретую духовку на 5-7 минут. – 170 градусов, режим вверх-вниз. Наш первый корж уже готов. Он такой румяный. Мы перекладываем на ровную поверхность и выпекаем так все остальные коржи. А также хочу показать, что можно выпекать на 2 противнях. Вот так они выпекаются.
Приготовим крем. Для этого нам понадобится мягкое сливочное масло комнатной температуры. Мы взбиваем, вот такое оно мягкое. Мы взбиваем до бела. Угу. Добавляем к маслу сгущенное молоко. И масло со сгущенным молоком опять взбиваем. По 1 столовой ложке добавляем заварную часть крема. И хочу обратить внимание, что сливочное масло, сгущенное молоко и заварная часть крема должна быть одной и той же температуры. Взбиваем. Крем у нас уже готов. Такой получился крем воздушный. Текстура как шелковистая такая. Вот так вот. Вот такие у нас получились коржи. Нежные, хрустящие. Сейчас мы собирать наш торт. Немного обмазываем блюдо, где будем собирать, чтобы этот корж не ерзал. Кладем корж и щедро обмазываем кремом. Вот так. Итак, все 12 коржей. А с остатков, вот остатки наши, мы потом сделаем крошку, чтобы обсыпать готовый торт. Вот так. Диаметр нашего торта 24 сантиметра. При желании можно сделать меньшее количество коржей, и тогда будет более низкий торт. А это такой высокий получится. Продолжаем обмазывать. И бока потом мы будем обмазывать полностью. Теперь готовим крошку для обсыпки торта. Вот такие вот хрустящие крошки получаются. А теперь завершающий этап. Мы крошкой обсыпаем наш торт. Полностью вокруг, сверху. А боковые части можно вот так вот делать. Так. Угу. И так все вокруг. Вот такой у нас получился торт Наполеон. По-домашнему, очень нежный. Хочу показать его в разрезе. Хрустящие коржи, нежный крем. И много крема. Пеките по такому рецепту. Это очень вкусный торт.
Друзья, спасибо, что были с нами. До новых встреч! Этот торт у нас пропитался час, а если оставить на ночь в холодильнике, будут коржи более пропитанные. Но все равно очень нежный и вкусный торт.